Здравствуйте, мои дорогие. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же это? Кто же это? Посмотрим. Так, настроились на расклад, успокоились и налили чай себе и смотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Мужчина какой-то, смотрите. Расклеился, мечтает о вас. Мужчина, на пороге мужчина. Вы знаете, он сейчас что-то будто бы готовит для вас. Вот. И я так скажу, здесь все-таки карта идет такая, да, которая обозначает, ну, во многих раскладах она обозначает работу, да, работа, какие-то процессы, связанные с вами. И так как она вышла первая, я не могу не обратить внимание, что может быть мужчина с работой, да, либо мужчина по каким-то делам важным. Вот. Дела эти, ну, не требуют срочных каких-то решений. Он к вам хорошо относится. Если это любовная сфера, может быть, даже и любит. Ого, какие карты идут. Кто это такой? Ну, тут проявляется мужчина по работе. Ого! Ты кто такой? Кто это? Для той, которая смотрит. А что это? Что делает вам? Угу. Ну, тут в любом случае проявляется проявление какого-то мужчины. Вы по делам его встречаете, но он совершенно не по делам. Вы ему нравитесь. Возможно, у вас были когда-то отношения. Это человека вы знаете, это не новый человек. В общем, на пороге какой-то мужчина, которого вы знаете. Какие отношения там были? Ага, королева пентаклей. Но тут могли надеяться на брак. Вот видите как, здесь у нас еще императрица, дьявол. Слегка какой-то для вас, вот как для вас, как для вашей личности, этот мужчина немного конфликтно не вписываемый в вашу жизнь. Вот. Хотя его показывают таким каким-то спокойным, но по дьяволу я бы сказала, что здесь что-то не то, да, что-то такое есть, что вам не нравилось, и очень много не нравилось. Луна, дьявол выходили, солнце, тут что-то. Вот как большие перспективы вы хотели, либо он хотел, но были конфликты какие-то. Но опять же, я не вижу здесь мечей, когда конфликты могли быть словесными, и вы ругались, да, то есть тут что-то такое. Один сказал, второй замкнулся и больше не разговаривает. И наоборот, да, второй сказал, там через какое-то время, третий тоже отвернулся и больше не разговаривает. Видите, как дьявол и месяц. Есть тут что-то странное. Вы как будто бы, ну, что-то не закончили с этим человеком явно. Тут какая-то карма не закончена. И вот на пороге сейчас тот момент, когда этот человек что-то... А зачем он будет? С чем придет хотя бы причина? Вот причина. Нет, это возникнет такая ситуация, в которой вам нужно быть, вот, и сказать четко свое слово. Вот тут пошли мечи, когда придется все-таки кому-то что-то высказать, может быть, или же наоборот придержать язык. Тут что-то вот именно со словами, вот если как было раньше. Или высказать и все, и поставить точку. Вот тут больше так идет. Но вы на него реально настроены крайне негативно. Вот на кого вы настроены реально негативно, и если... А вот он к вам, в принципе... Ну, говорят, что он даже любит вас. Тут жезловая королева. Как он к вам настроен, как к женщине сексуальной и невероятно энергетически его притягиваемой. Ага. Тут не так о любви. Но вот это он называет любовью, наверное. Но вы с ним готовы реально вот разделаться мечом и огнем.
Вы уже даже забыли про него. Ну вот такие характеристики. То есть вот такой человек на пороге. На пороге. Стучит, гремит, на пороге стоит. Да, вы что? Вы ему так нравитесь. Вас увидит и реально опять западет на вас. Какие-то будет планы строить. Расклеится даже. Рыцарь Пентаклей. О боже, нет, вы говорите нет, да никогда в жизни. Это вы что? Это привидение, вы скажете? Да, он такой, наверное, на него смахивает. Ну, в общем, призрак с прошлого. Ну, бывает же. Угу. Ладно. У вас были надежды когда-то на этого человека. Не оправдал, видимо. Но почему-то здесь 8 пентаклей. Вроде как вы по делам идете, да, вот куда-то, а этот человек на дороге. Да, это ваши, но это не дела рабочие. Это дела, которые связаны с, ну, может, с домашними делами, да, вот так идет. Что-то новое, как будто бы. Но здесь будет обнуление. Мужчина, с которым вы поставили точку, с которым вы для себя точно точку поставили. А зачем же тогда вот сейчас сталкивают, и даже обнулились вас? Это... Послушайте, как показывают. Представьте себе, что вы идете по дороге, и вот вам говорят, что вот есть такая дорога, а есть такая дорога. А вы говорите, ну вот, и вам все-таки говорят, ну лучше вот сюда иди. А ты говоришь, нет, я лучше туда пойду. Вот, и вы идете как раз на ту дорогу, куда вам не рекомендовали высшие силы, и вот попадаете на этого человека. То есть вы как проходите, какой-то портал, который был, в принципе, ну, нежелателен для вас. Этот человек до сих пор надежду имеет. Вам с ним вообще как советуют высшие силы? Что-то интересное будет? Решайте. Высшие силы говорят, мы тебя предупреждали, да, и по поводу него, и по поводу вот всего. Нужно ли? С ним, наверное, нет. 9 жезлов, 2 пентаклей, месяц. Это да, это, скорее всего, сложные отношения, которые в любом случае, когда один раз попробуешь, еще раз в эти же отношения, да, человек не меняется абсолютно. Женщина уже такая на 3-й раз думает, да ну нафиг. Так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же там еще? Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что это у нас? Угу. Вы будете учиться чему-то, тому, что очень нравится, у вас будет учитель. Может быть, вы или в вашем близком окружении, вот видите, какие-то другие ваши близкие люди. Обучение какое-то идет. В принципе, в удовольствие, для счастья, для будущего. Нужно ли это? Да, это очень хорошо. Даст возможность благополучненько создать какую-то основу хорошую для дальнейшего будущего. Что-то здесь есть такое, что препятствует этому. Но тут говорят, что возьмись за этот процесс, доведи до конца. Попробуй, постарайся, поборись, трансформируйся. Но здесь нужно прям, видите, какую-то силу прям иметь в себе. Больше даже, знаете, как такое логическое, мужское восприятие мира. Вот. Но для того, чтобы потом вот наслаждаться в этом счастье. Вот так вот. Так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что это? Или кто это? Давайте посмотрим, кто стучит, гремит, на пороге стоит. Именно кто, какой человек. Какой человек. Веселый такой человек. А возможно, даже любитель выпить.
Вы рады этому человеку. Этому человеку он довольно стойкий и старается даже в каких-то сложных ситуациях. Вот видите, как отшельник, в принципе, отшельник. Чему тут радоваться? Вот. Смотри только в свою душу, на этот фонарик, который в руке, под ноги, да, чтобы, не дай бог, на змеюку не наступить, как здесь на карте нарисовано. Вот. Иди себе своей дорогой. Нет, этот человек внешне показывает, что он очень счастлив, и все ему хорошо. Но одинок внутри, одинок, либо одинока. Тут не показывает, женщина или мужчина. Женщина или мужчина. Хорошо относится к вам. И женщина, и мужчина, может быть. Ну, там... Человек ищет общение с вами. Вот на пороге какой-то такой человек. Говорят, хороший человек. Возможно, из круга семейного, семьи. Родной человек, родственник. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Событие. Событие. Покажите именно событие. Стучит, гремит, на пороге стоит. Событие. Познание своей силы стоит. Ой, это как? Это когда вы сможете удержать баланс или нет. Познание своей силы. Укротить своего внутреннего льва. Это относится даже если вы с внешней средой коммуницируете, да, то есть вы как будто бы кого-то укрощаете, но прежде всего вы совладали с собой. Вот. Принятие своей силы. Здесь говорят о четкой позиции, о знании, видении цели и о том, что искать вот какие-то очень интересные, хитрые ходы, решения в этой ситуации, чтобы выйти в большой плюс. И действительно это решение правильно для себя принять потом, да? Стучит, гремит, на пороге стоит. Что это? Что это? Что это? Шанс. Стучит, гремит, на пороге стоит. Шанс. Шанс проскочить какую-то западню и выйти в открытое плавание. Выйти на какой-то уровень, где вот на ступенечку выше. Проскочить западню, короче, вот так вот. Это что? Давайте посмотрим. Вот на пороге шанс проскочить проблему. Может быть, даже и подставу какую-то. Что это за проблема? Так. Не заметить какого-то мужчины. Нет, сделать вид, что не заметили какого-то человека, вот, который, по сути, будет буквально рядышком с вами. Сделать вид, что вы его не видите. Вот так. Почему так? Кто это такой? Кто это такой? Он вам что-то дать хочет. Что надо сделать? Я не поняла. Шанс. Проскочить западню. Это может помощник? У вас будет помощник в этом. Вот проскочить эту западню, которую устроил какой-то человек, сделать вид, что вы не заметили ни этого человека, ни эту западню, а вам кто-то помогает. Вы видите? Помогает вот по колесу фортуны, без шестерки пентаклей, туз кубков. Здесь как помощь идет. Можно представить себе, вы идете по дороге, не видите ямы, вот, уже пытаетесь как наступить то, что как притрушено этим хворостом, да, чтобы яму не заметили. Вот, вы ставите туда ногу, и кто-то хватает вас за руку, и вы прям перелетаете через эту яму. Кто этот, который помогает? Ну, человек, который очень хочет вам помочь в вашей беде. Вот такой шанс у вас представится. Почему говорят, что вы... сделайте вид после этого, что вы не заметили, что вот так произошло.
что вот была такая западня, а он вас спас. Это надо такое? Да, вот такой рыцарь у вас. Видите, как все рушится. А вы, ну, смотрите, он рыцарь, вы императрица. То есть, а вы сделали вид, что даже, по сути, в принципе, и не испугались ничего. Ну, поблагодарить, может, надо, конечно. Но вы воспользуетесь чьей-то помощью, не сильно вдаваясь в то, что вы жертва. Вот в чем дело. Видите как? То есть сделать вид, что вы не заметили этого. Что вы не жертва, сделайте вид, что вы не жертва, что вы императрица. Примите как королева, да, английская или какая-то царица, примите руку помощи и воспользуйтесь этой рукой помощи. Хотя тут реально, ну, вас человек спасает. У вас есть шанс такой. Вы справедливо заслужили такую помощь. Справедливо заслужили такую помощь. Тут будете рады вы, рады будут ваши близкие, что вот так хорошо получилось. Потому что там западня буквально клеилась, вот этот хворост на эту яму, буквально не только для вас. Да, вы проскочите эту западню с помощью человека какого-то. Офигеть. Извините, я уже не останавливаю видео. Так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что? Стучит, гремит, на пороге стоит. Дьявол магичит. Кто-то дьявола вызывает. Это надо такое? Какой-то маг. Будет острое слово от какого-то манипулятора. Манипулятор, человек, который старается давить на психику, как-то менять события под себя. Но он не меняет себя, да, а меняет, тут плохой маг, видите, нехороший, а меняет почему-то людей, которые рядышком. И вот на пороге такой человек. Ну, это надо такое. Кто это такой? С какими-то плохими, острыми словами. Может, что-то напишет или что-то скажет. Кто это такой для вас? Вот кем вы его знаете? Ой, нифига себе. Тут закохани. Тут карта влюбленная, она говорит, что тут были какие-то отношения, причем кармические. Ну, может, кто-то повторяет, да, вот карты повторяют что-то. А может, для кого-то как новое видение, новое. С которым... Или же здесь, может быть, если тут не говорят о прошлом, да, и вдруг у вас такого не было, то, может быть, это тот, который будет, как, знаете, кармическая какая-то от дьявола проверка. Но тут больше как на прошлое, конечно, похоже. Прошлое, будущее, что это такое за человек? Не, ну у него какие-то прям злые слова на вас. Возврат. Сетка пентаклей. Будьте внимательны. Тут будет какой-то выбор ваш дьяволом спровоцирован, да, и вам нужно будет все-таки что-то как выбирать. Насколько серьезно? Ну, каждый день мы что-то выбираем, да, и тут, конечно, громкие карты. Ну, тут вы непосредственная участница этого процесса, я вижу. Вот этот выбор очень сильно повлияет на то, как будут через какое-то время строиться события в вашей жизни. Как определить этого человека? Как вы узнаете вот этого мага дьявольского? Тройка мечей. Вам больно, когда он что-то говорит плохое? Вы тогда начинаете прям обижаться или же очень сильно страдать от того, что он говорит плохо. Будьте внутри спокойны. Не выдавайте много информации. Сдержаны. Лучше вообще даже меньше сказать или же вообще промолчать. Хитрее и мудрее будьте с этим человеком. Так, дальше. Стучит, гремит. На пороге стоит. Кто там? Стучит, гремит, на пороге стоит. Что? Что или кто? Угу.
такое интересное событие будет. Оно будет выглядеть вот так. Сначала... Ой, нет, это что-то связано, смотрите, с 4 стенами, с домом. Сначала вам что-то, как кажется, рушится. Все-таки здесь башня. Но башня одновременно и дом. Да? И здесь тоже нам показали, у нас 4 стены. Но что-то, вот какое-то решение, на которое вы надеялись, это отходит, да? Одно отходит. Но вы все равно приходите к какой-то стабильности, уюту и комфорту в вашей душе. Да? И также в вашем пространстве. Почему? Да потому что вы сделали вот какой-то правильный шаг, даже, может быть, не понимая, насколько это верно, да, вы интуитивно сделали правильный шаг. Защитив себя, защитив свое пространство, свое будущее. Да, в настоящем времени мы формируем свое будущее. Также мы и защищаем свое будущее. Именно в настоящем времени. Вот у вас это просто прекрасно должно получиться. Это на большую удачу вам. На изменение событий в будущем. Хорошее событие. На хорошее событие в будущем. Так. Что тут у нас было? Что тут у нас было? Оставим эту карту. Ух ты. А это что? Женщина какая-то на пороге. Какая-то выскочка, вы видели? Выскочка. Какая-то королева мечей выскочила. Кто такая эта выскочка? Покажись. Говорит, я умею и знаю больше, чем она. Или он. Ну, может, она. Вы-то больше женщин у меня. Хотя говорят, что она не может оставить то место, в котором находится. Что-то вам показывать будет. Почему как выскочка идет? Очень эгоистичная натура. Мне даже вот видится, она как чертик из табакерки выскочит. Привязан, да. И выскочил. Но он не выскочил полностью. Он-то привязан на пружине. Женщина. Какая-то тема, которая касается ее мужа. Да, и она будет защищать свою территорию. А вы-то тут при чем? Что вы сделали? А вы ее обидели, говорит. Ты меня обидела. Я вот сейчас тебе покажу. Но ей кажется, что вы ее обидели чем-то в этой жизни. Вот. Какую-то женщину относительно ее мужа. Относительно ее мужа. Да, это что-то она вам припоминает. Она не знает полной истории, но думает, тут, конечно, интересно. Какая-то женщина думает, что вы, например... Ну, что-то насчет мужа, да, что-то насчет пары. Может, она вас подозревает в чем-то, понимаете? Вот, как вам с ней коммуницировать? Вопрос. Ну, постарайтесь спокойно относиться к происходящему. Свысока, очень свысока. Скажите, что вы заняты очень. Вот так коммуницируйте. Вот эта выскочка тогда может успокоиться. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Что это? Денежка стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, тут денежные карты идут, тут деньги идут. Какие-то деньги получите. Довольно неплохие деньги, видите, как много пентаклевых карт. Может быть, от какой-то женщины, и она даст какую-то как часть, довольно-таки неплохую часть от своего дохода. Вот, она очень сильно уважает вас и что-то, как за что-то платит. Женщина за что-то платит, да. Тут говорят, что она, когда платила вам,
Ей то ли приходится экономить, то ли экономила, когда платила. Вот как-то так. Мгм. Говорит, что теперь я могу быстро двигаться, говорит она. Или же теперь мне открыты все дороги. Вот эта женщина такая. Тут больше не она стоит, да, вот и как-то ее деньги, ну, возможно, что-то она за что-то вам платит. Она скрытая будет, ее не видно, да, она скрыта будет. Но довольно-таки активная. Говорят, что она активно, может быть, с вами в общении, ну, какая-то вот заметная женщина. Так, стучит, гремит, на пороге стоит. Что это? Суд над рыцарем Пентаклей. Ему действительно будет не по себе. У него какие-то начинаются сложности в жизни, и даже это отражается на психике. Кто это такой рыцарь? Так, ну если это близкий вам может быть человек, да, какой-то, то тут поддержите его, пожалуйста. Вот, потому что что-то человек такое совершил и получил последствия этого. Но тут больше, чем последствия. Тут как идет что-то такое, что мы же тебя предупреждали, говорили высшие силы. Так. Этот человек может позвонить вам. Возможно, это женщина. Она за что-то очень сильно переживает. Что вам делать? Вот вы услышали это, что делать? Так, ну человек в отчаянии, ему надо помочь. Ему надо как будто бы показать путь сердца. Ну, говорят, не откажите. Услышьте, либо увидьте эту девушку. Мне кажется, что это что-то очень близкое вам. Да, вы прям для нее поддержка моральная. Моральная поддержка. Она не просит денег, она просит помощи, ну, психологической какой-то, душевной. Так, еще стучит, гремит, на пороге стоит. Что? Показывает дом. Ага. Какой-то конфликт. Но конфликт, который, видите как, судьбоносное что-то. Это не просто какая-то мелкая ссора. И это может быть даже молчаливое несогласие, вот какое-то несогласие, которое все-таки очень хорошо сказывается на как решение какое-то, может, примете, либо что-то вот будете результатом этого конфликта, несогласия. Это, скорее всего, в каких-то стенах, дом, офис, приведет к победе, общей победе. Тут все люди будут в выигрыше. Несогласие приведет к выигрышу. С чем-то не согласитесь вы. Не между собой. Между собой или нет? Вы как удержите свои позиции на высоте. Стабильность и финансовый достаток. Вот. Несогласие с чем-то. Так, это несогласие с условиями, в котором живет семья, например. Либо несогласие с условиями, в которых находится коллектив рабочий. Тут вот именно в каких-то стенах, да, люди. И вот это несогласие приводит к тому, что меняется жизнь, да, то есть они делают правильные шаги, которые приводят их к победе. Например, находят решение, там какой-то
что приводит их в состояние гармонии. Или же перемещение, да, там, где им лучше. Вот. Если рабочих процессов касается, скорее всего, тут люди что-то предпринимают для того, чтобы коллектив был более сплоченным и дружным. Хорошо. Давайте посмотрим советы от высших сил на все это добро. Советы. Так, не осуждай, будь спокойной и беспристрастной к происходящим событиям, принимающей в данный момент, так это прям важные ваши качества, говорят. Это тебя очень быстро продвинет туда, куда вам нужно. Да, это очень быстро будет открывать перед вами нужные двери. Очень быстро перед вами будет открываться дорога, правильная дорога, по которой будете идти. Вот так, мои дорогие, спасибо вам за все. Лайки, комментарии. Не забывайте, это действительно мне очень важно для того, чтобы я знала, что дальше, что следующим для вас важным вопросом является. Благодарю также за вашу финансовую поддержку и хочу, чтобы Вселенная это видела и благодарила вас в разы больше, чем вы благодарите меня. Пока-пока.